Друзья, всем привет, меня зовут Юра, я все так же продолжаю изучать швейное производство, ну а вы вместе со мной. Поехали! Как вы уже догадались по превью, это будет сегодня балаклава. Ткань я буду использовать флис, такой утепленный. И сегодня вы еще узнаете итоги розыгрыша, который я озвучивал ранее. Поэтому советую не перематывать, смотрите ролик до конца, и вы все узнаете. Естественно, мы начинаем с лекала. Сегодня, кстати, я покажу, как его составить. Потом краим, собираем, маркируем, упаковываем и готово. Складываем ткань флисовую пополам, лицом к лицу, чтобы у нас был с одной стороны сгиб. От этого сгиба мы отмеряем. Давайте начнем снизу. На самом деле без разницы. Снизу, сверху. Снизу 29,5 сантиметров. Так, и от нижней линии мы отмеряем 42 сантиметра. Так, еще 2. Так, также от верхней точки мы точно так же отмеряем 29 сантиметров. — 29,5 точнее. И соединяем левую. Далее берем левый верхний угол и по биссектрисе отмеряем 5 сантиметров. Это будет наша точка, где у нас будет затылок. По верхней линии от этого же угла отмеряем 12 сантиметров. Это у нас будет еще одна точка. По левой линии мы отмеряем 11,5. Это будет наша еще одна точка. Далее по сгибу вниз мы отмеряем 10 сантиметров. И от этой точки отмеряем 4 сантиметра. Это будет наша еще одна точка. От сгиба от точки отмеряем 7,5 и делим пополам. 7,5 это будет примерно 3,8, 3,7. И от этой точки, которая в середине, отмеряем 9,5 сантиметра влево. Это будет еще одна наша точка. И теперь соединяем вот эту точку плавным переходом. И соединяем нижнюю точку. Теперь берем от этой точки, соединяем с верхней точкой. Делаем ее плавной. Теперь соединяем с затылочной точкой и задней точкой. Далее берем нижний левый угол, отмеряем 6 сантиметров по левой стороне. Это будет вот здесь. И от этого угла мы отмеряем 3 сантиметра. Это будет наша еще одна точка. И эту точку мы соединяем с затылочной точкой. И проводим прямую линию. И от этой точки соединяем до низа. Чтобы вот эта линия была не прямой, ее можно аккуратно закруглить.
Теперь переступаем к крою. Переходим к сборке. Соединяем заднюю часть на верлоке, можно в принципе на прямострочке тоже соединить, и всю верхнюю часть до лобной части. Соединили на верлоке, теперь обязательно этот шов приутюжим. Теперь нам осталось обработать низ изделия. Мы его подворачиваем на 1,5-2 сантиметра. Я пройду на распашивальной машине. И осталось обработать нам вырез. Я взял вот такую резиночку. Длина выреза у нас составляет одной половинки 18 сантиметров, то есть 2 это 36 сантиметров. Я взял резинку длиной 31 сантиметров, то есть на 5 сантиметров меньше, чтобы она хотя бы чуть-чуть стягивала. Берем резинку, складываем одну сторону и проходим. Либо также можно на распашивальной машине пройти, либо на прямострочке. Поехали. Мы сейчас ее отцентруем и то же самое сделаем здесь. Все, соединили. И теперь заворачиваем и прямострочкой проходим одной строчкой. Ну, честно говоря, похоже чем-то на шитье нижнего белья. То есть там тоже такие же тоненькие резиночки. А у меня уже есть опыт в нижнем белье. И, кстати, скоро, возможно, выйдет видео, как я шью нижнее белье. Так что, если хотите не пропустить, подписывайтесь на канал. Итак, а теперь я делаю вторую строчку, резиночку, вот она видна, и теперь мы ее заворачиваем вовнутрь и проходим одной строчкой. Не забываем обязательно пришивать составник, размерник, ну и, естественно, свою бирку. Она как красиво переливается, да? И вот такая балаклава получилась. Вот так обработан низ. В принципе, как на любой футболке. Это то же самое. И вот так обработан вырез под глаза. То есть здесь резиночка, она, видите, как чуть-чуть стягивает. И сидит она очень хорошо. Сейчас я ее померю. Итак, друзья, всем привет! Как и обещал, сегодня я разыгрываю подарки. Их будет 3 штуки. По поводу условий. Что нужно было сделать? По поводу первого подарка нужно было сделать
подписаться на канал на YouTube, поставить лайк видео, в котором разыгрывается эта футболка, и написать комментарий. Комментарий — это цвет, любимый цвет твоей одежды. Вот. Начнем с первого подарка. Итак, здесь у нас это мое видео. Я копирую ссылку, отправляем в рандомайзер. И сейчас выявится первый победитель первого подарка. Все, понеслась. Александр Иванович. Мой цвет светло-серый. Александр Иванович, поздравляю, вы выиграли первый подарок. Это футболка. Обязательно с вами спишемся, либо созвонимся, и я ее отправлю. Переходим к второму подарку. Что нужно было сделать? Сначала озвучу условия. В условии нужно было поделиться у себя на страничке ВКонтакте и либо ссылку, или ФИО, и где вы находитесь, ну там город или еще какой-то населенный пункт, скинуть в комментарии. На самом деле много кто скинул, но, к сожалению, я искал, я не нашел ни одного человека, который бы поделился у себя в ВКонтакте на страничке. Поэтому, если, может быть, я не нашел, вы обязательно мне напишите, скиньте ссылку, либо я зайду и, естественно, посмотрю и исправлюсь, и подарю. Переходим к третьему подарку. Что нужно было сделать? Это подписаться на мой и подписаться на моей одежды. И я принял решение, выиграл человек, зовут его Чернышов Алексей. Обязательно я напишу, скажете, куда отправить футболку, и я ее отправлю, и вы ее получите. Розыгрыш мы провели, выявили всех победителей. Блин, а можешь разыграть здесь балаклаву? В этом ролике? Серег? А на следующем тогда что разыгрывать? А на следующем мы что-нибудь другое разыграем. Да, давай сделаем проще. Короче, пишите комментарий. Подсказка. Писать можно неограниченное количество штук. Хоть 10, хоть 100. Это повысит шанс выиграть и забрать все балаклавы. Ставьте палец вверх. Подписывайтесь на канал. И эти балаклавы я все отправлю. То есть их будет 5 штук. Все 5 штук поедут вам. Балаклаву можете использовать в спорте, катаясь на сноубордах, на лыжах, может быть, ходите в походы, либо катаетесь на снегоходе под шлем, это будет как подшлемник, поэтому будет актуально. Подписывайтесь на все мои соцсети, Telegram, ВКонтакте. Буду всем рад. С вами был Юра, всем пока.